Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. И сегодня с вами обсудим те злободневные вопросы, которые присылают нам подписчики. Добрый день, Вадим Александрович. Наших подписчиков интересует такая проблема современного мира, как сексисты. В чем причина таких убеждений и как реагировать на таких людей? Если кому-то будет интересно покопаться в определениях сексизма, давайте без меня. Но суть остается сутью. Совершенно случайно ранее это явление не замечалось. А вот в 1981 году как-то случайно было опять же обнаружено и признано ЮНЕСКО. И оказалось, что это всего лишь очередная дискриминация. Теперь уже по половому, гендерному признаку. И идеология сексизма противопоставляет один пол другому. А ведь мы с вами уже много раз слышали, что где-то кто-то что-то берет и противопоставляет. Например, цвет волос, кожи, место рождения, вероисповедание, образование, пол, рост. Длину волос, извините, жопы, яхты, марки машины, количество наличия детей или живых сперматозоидов. Люди в большинстве своем существа мелкие, завистливые, ленивые и мстительные. А посему дай им повод ближнего утрамбовать. Так они ему с большим удовольствием воспользуются. Особенно если тот не даст сдачи. И все обойдется без иных последствий. Поэтому люди с ленивым и злобным мышлением, с малым запасом знаний, опять же из-за лености, низким социальным статусом и громадной компенсаторной завистью к более успешным стараются как-то себя возвысить и приобрести точку зрения и опору в виде веры, приверженности группы единомышленников, царя, бога или еще чего-то святого, с тем, чтобы не чувствовать свою никчемность и маргинальность. А если они объединяются в стаи, то берегись, кто встретился им на пути, сметут. Эй, поберегись! Так вот, мы одинаковые и различны. Мы обладаем во многом одинаковыми мыслями, вкусами, опытом, наследием и мечтами. А посмотрите на нас и увидите, что мы совсем разные. Кто-то из нас носит юбку и грудь, а кто-то штаны и еще это там выпирает. Да, циклы, гормоны разные и физиологическое предназначение. Как нас понять? Судить нас едино или по-разному, с Марсом или с Венерой? А жить эти разные создания пытаются вместе. А значит, вынуждены адаптироваться друг к другу и находить компромиссы. Они стараются найти как можно больше единства и приятностей в этом существовании. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, ссылки в описании внизу, в которых вы сможете задать мне вопрос и пообсуждать в нашем чате данную тему, как и многие другие. Не забывайте ставить лайки, подписываться, нажимать на колокольчик, деритесь, ругайтесь, соглашайтесь, вот только не оставайтесь равнодушными. Так почему некоторые люди акцентируют свое внимание на недостатках, ошибках, дремучих предрассудках и пещерных социальных стереотипах? А так проще! Им не надо прилагать усилия, что-то менять, чем-то жертвовать, приносить в жертву привычный образ жизни, привычки. Ведь поиск точек соприкосновения любым человеком, тем более близким, это труд и постоянный рост, обучение, отказ от закостенелой стабильности. Обычный же способ у слабых и примитивных личностей этого избегать. Назначать кого-то непозволительно отличным от себя, изначально дефективным, низшей расы. И под этим предлогом просто отказываться думать над происходящим. А примитивным легче помыкать, направлять в нужное русло, вплоть до бойни. И зомбировать никогда не зреющие мозги. Так что, если вы не хотите ставить себя на один уровень с этими уродцами, просто не говорите с ними, избегайте подобных компаний и тем. Ведь для них
Это приятная, единственно доступная среда. Токсичная, но их. А у вас уже есть или может быть выбор. Зачем вам размениваться на низкосортный планктон? Делитесь своими мыслями, вопросами, пожеланиями, комментариями под этим роликом. И если вам будет интересно, с вас лайк. Также подпишитесь на канал. Порекомендуйте его своим друзьям. Подпишитесь на телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Ссылки в описании. И мы с вами сможем сделать эти встречи еще чаще и поговорим о множестве путей выхода из самых разных затруднительных ситуаций с тем, чтобы делать более решительные шаги навстречу своему будущему. Будем снова учиться брать судьбу за жабры и ни за что ее отпускать. До новых встреч! С вами был архитектор судеб, ваш доктор Куров.